Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаю копаться в памяти. И вновь этот корабль памяти погружается в океан, в море воспоминаний. Детства, юности, молодости. За эти 3 видеоролика «Мемуары Водолея» я очень многое рассказала о своей жизни. Поверьте, мне нелегко выдавить из себя это все, даже приятные воспоминания, потому как боль вспоминать тяжело, а хорошее вспоминать еще тяжелее, поскольку понимаешь, что это все не вернется больше. Этого больше нет. Мироздание поглотило все голоса, образы, чувства, боль и радость. Эти все звуки, люди ушли в мир теней. И остались они только в памяти тех, кто их знал, кто жил на той земле, в тех домах. Потому что только для этих людей они живы, они есть, они живая память. Кто их не знал, для них они и не существовали никогда. И в нашей живой памяти они все еще хозяева, они все еще хозяева своих домов. Они еще сажают, сеют и собирают урожай, растят своих детей, выдают замуж, женят, организовывают свадьбы, прощаются с теми, кто старше и не всегда старше, провожают последний путь, плачут, говорят какие-то слова на их могиле, а потом и сами уходят. Когда моего дедушку хоронили, маминого отца, отцовского отца, я не видела. Он умер за несколько месяцев до моего рождения, где-то 8 месяцев до моего рождения. Но отец моей матери был, практически все наше детство до юности. Мне было 15 лет, когда его не стало. Мы уже жили в России, потому как я здесь. Но с малых лет приезжала, уезжала, отец жил в России. Для меня Россия никогда не была чужой страной или там где-то в другом месте земля. Это всегда был мой второй дом с малых лет. Люди уезжали на Кавказ, в Сочи, а мы уезжали в Россию на лето. Причем в этой огромной красивой России, где бесконечный лес, реки и замечательная природа, мы перлись именно в Волгоградскую область, именно в то место, где полупустыня. Это маяк Октября. Жители тех мест это знают. Там в основном жили люди, у которых были свои точки, так назывались точки, где они пасли овец, 1000 голов, там степь, полуголая степь, полупустыня. Верблюды жили, обитали, работали. То есть были... Знаете, в фильме есть такой «Старшая жена», там играет Розанова, замечательная актриса. И
Панин. Но Александр Панин, по-моему, его звали. Вот это вот место, пустыня и пустыня. Это снято в Калмыкии. Ну, в принципе, Волгоградская область, скажем, по природе, половина пойма, это, значит, равнина, такая вот, полно этих пастбищ. Другая половина это Волга. Возле Волги зеленый лес, прям зеленые эти островки, знаете, такие лесной массив. А другая половина это полупустыня, особенно вот это Маяк, вот в ту степь, ближе к Астрахани туда. Мы приезжали туда отдыхать. А потом в 13 лет уже переехали окончательно. Было ли трудно? Да. Такой ненависти, как сейчас, к инородцам не было. Сейчас есть, конечно. Инородцы, давайте будем честны, сами тоже не святые. Если бы они так развязанно себя не вели, эта ненависть не стала бы так сгущаться. Как я и говорила изначально, что остерегайтесь этой ненависти, потому что она перейдет уже на всех. Уже и Северный Кавказ начали ненавидеть. И вообще всех, кто... Знаете, внешность. Внешность можно унаследовать. Внешность может быть светлой, европейской. Человек может быть совсем не славянских кровей. И такое возможно. Но сейчас, в данный момент, вся эта ненависть именно концентрирована на внешности человека. И когда в метро тащут человека, который из Якутии, и говорят: ты езжай к себе, мне становится страшно. Эта ненависть, она сконцентрировалась, собралась. И обрушится на каждого из нас. Потому что многие неадекваты это взяли в вооружение себе и начали самоутверждаться таким образом. Хотя и приезжие, обмотанные в эти все бедуинские лохмотья, арабы их одевали в пустыне для того, чтобы защититься от песка. А вы для чего одеваете посреди Москвы, не понимаю. Это, конечно, напоминание о терактах и об исламе и прочее. Это немножко внушает ужас, отторжение. Да и вообще непонятно под этими всеми балдахинами, женщина или мужик. Согласитесь. Но вот когда мы переезжали в Россию, такой ненависти не было еще. Было, конечно, мы всегда были неруси и черножопые. Да, это было. Было неприятно, обидно, больно. В классе поведение было очень некрасивое. Хотя я училась наравне с ними, я не осталась ни на один год. Поскольку я в Грузии, когда жила, я читала русских классиков. Чехова, Тургенева. Да вообще всех русских классиков. И поэтому для меня, может быть, не так, скажем, бегло говорила на русском языке, потому что все-таки национально оно дает о себе знать, когда вокруг говорят на другом языке, ты не тренируешь этот язык. Сейчас я даже и по-русски и думаю. А тогда были трудности определенные, но не до такой степени. Унижения, да, были. Мы вообще были недружный класс, честно говоря. Много было завистливых детей. Они друг друга не любили. У меня всегда складывались хорошие отношения с татарами. Все мои подруги, все мои близкие люди, они все татары. Татарки, татары. Удивительный народ, я вам скажу. Когда говорят, что монголо-татарское завоевание, это не совсем справедливо, потому что монголы уничтожили практически 80% татарского этноса. Монголы. И поэтому
Татары это после, намного позже, когда немножко Золотая Орда ослабла, когда Тахтамыш окончательно поставил точку, разгромив, ну и последний, кто как бы последний гвоздь в гроб Золотой Орды, это Тамерлан, закончил это дело. И вот после этого Орда, когда начинала слабеть, тогда татары, татарские ханы стали более сильными, потом образовались ханства, те, которые как бы ближе к Закавказью, Астраханской и так далее. А северные ханства, они всегда были, поэтому тот же самый Татарстан, он изначально был на своем месте. Татары не пошли гурьбой там и не осели, и не решили, что вот это их место. Крым. Вот Крым, да, Крым потом был намного позже завоеван и стал татарским ханством. А вот Татарстан, он изначально был землей татар. Башкирия была немножко такая пестрое население и сейчас есть. Многие говорят, и, ну, в принципе, так и есть, это татарский этнос, башкиры. Но на самом деле там много перемешано. Татары, например, светлая европейская раса, а башкиры нет. Башкиры темнее, они более восточные. Короче, меня понесло не в ту степь. Профессиональная болезнь историка. Времена были неспокойные, темные, 90-е годы. Все было перемешано. Бандитизм, заказные убийства, каждый день кого-то взрывали. Мы же, как бы, знаете как, не до друг друга было. Настолько все было плохо, что, как бы сказать, обычно начинаются национальные этнические проблемы, когда экономически страна начинает развиваться. У людей помимо хлебного вопроса, да, хлеба насущного, появляются еще другие интересы. И, как правило, в это время происходят и революции, и бунты, и национальные вопросы, и ненависть и так далее. Вот чуть-чуть отвлекаются люди от повседневности, начинают о чем-то говорить, мыслить, и на арену выходит вот этот вот национальный вопрос. А вообще стравливают, конечно, специально. Специально стравливают. Но в любом случае я говорила и повторяюсь, что как бы ни было сказано, если ты живешь на земле другого народа, то этот народ в любом случае априори всегда прав. И все. Это их земля. Эту землю отстояли их предки, их деды, прадеды. И когда говорят, вот мы приезжаем, уважайте наши законы, ребята, нет. Это сначала вы должны уважать законы народа, среди которого живете, и у кого живете. А потом не то, что там требовать, а заслуживать, чтобы уважали ваши законы. Это нормально. Это везде так. В любую страну, куда бы вы ни поехали, сначала надо уважать страну и законы того народа, среди которого ты поселился, а потом уже заслуживать их уважения. Вот и все. А требовать, ну, никак. Я не говорю, что правильно, когда человек идет к себе домой, а пьяная тетка закрывает дверь и говорит, не пущу, потому что вы здесь мигранты. На самом деле это не мигранты, это якуты. Живут они в Москве, эти люди. Их гонят. Вернись, говорит, к себе. Куда к себе? Он тоже россиянин. В конце концов, люди не могут, ну, не видят, они не знают карту России. Вот мне показать, что ли, еще раз карту России. Дайте-ка гляну. Просто я так понимаю, что настолько люди из читающей нации стали нечитающие, что, ну, просто они даже не знают, что Россия состоит из огромного количества республик, этносов и народов, понимаете? Ну, не знают люди. И поэтому, когда им говорят, что... А вы знаете, что якуты вообще-то россияне? У них такое удивление. Это ужасно. Дайте я вот немного покажу для желающих. Вот сейчас вот так вот сделаем.
Вот смотрите. Вот центральная Россия, да, вот эта часть, это именно русская Россия, центральная. Дальше идет Северный Кавказ, который тоже входит в Россию. Значит, идем дальше. Давайте так вот. Коми. Представляете? Ну, Пермский край, он, в принципе, русско- и местные, скажем, народности, которые давно обрусевшие, да, предположим. Так, далее идем, давайте. Татарстан, Удмуртия, это удмурты, татары. Иногда прям хочется вот показать, вот, чтобы народ... Архангельская область, она намного позже была как бы завоевана и поселена. Одна часть каторжниками, другая часть люди, которые ушли. В основном там это предки чалдонов. Чтобы вы знали, кто такие чалдоны. У меня даже ритуал есть чалдонский, я объясняю там, кто они. Чалы их называют. Свободные, вольные, из Дона. Казаки, казачество одно время. Перебрались туда. Точно так же Мурманская область намного позже завоеванная. Карелия. Это у нас уже финно-угорские народы пошли. Вот рядом Финляндия, видите? Петербург. Это вот часть Финляндии, в принципе, была. Это вот Белое море и прочее. Дальше. Значит, Псковская область. Калининград. Калининградская область. Там в основном немцы, конечно. Это Кёнигсберг, присоединенные к России. Это уже часть России. Но города немецкие, происхождение немецкое. Но, естественно, уже этнос такой, слившийся. Немцы, славяне и прочее. Давайте дальше пойдем. У нас что там идет еще? Свердловская, Уфа, Башкортостан, видите? Вот Татарстан, Башкортостан. Далее. У меня руки тут потрескавшиеся. Не хочу показывать. Черкесск, это, значит, Черкесская республика, Кабардино-Балкария, вот Нальчик, Краснодарский край, Адыгея, Майкоп, видите? Ставрополь, значительно позже присоединенный, Грозный, Чечня, Дагестан, значит, Владикавказ, это, значит, Северная Осетия или Южная. Нет, Северная и Южная, по-моему, отдельная, да, все правильно. Она еще не наша. Ну, почти наша, в принципе, если уж по-честному. Так, Магнитогорск это и так далее. Теперь Тюменская область. Точно так же. Это народности ханты, другие малые народности России, в принципе, Тюменская область отдельно. Так. Вот видите, Ханты-Мансийский или Югра, один из больших республик стран, который входит в Россию. Так. Томская область. Дальше Ямало-Ненецкий округ, видите? Дальше идем. Один из вот Красноярский край, который тоже состоит из местных жителей, северных народов, славян, ну, уже и других этносов России. Далее давайте посмотрим. Республика Тыва. Видите, вот она, ближе к Монголии. Хакасия. Это хакасы. Знаете, многие из наших российских, например, Садальский тот же, он хакас по происхождению. Это перемешку восточный и славянский этнос. Он в перемешку хакасы вообще делится, сейчас не помню точно их название, но они делятся на две категории. И причем одна часть хакасов это такие светловолосые, худые, знаете, так прям скуластые такие, но красивые люди. Вторая часть, естественно, тоже красивая, но восточные. Темненькие, кругленькие, очень сильно отличаются. Вот теперь смотрите дальше. Значит, Иркутская область. Точно так же местные жители, ну и славянский этнос вместе с другими. Бурятия, видите, буряты есть у нас еще. Улан-Удэ. Забайкальский край. Точно так же этнос смешанный, очень сильно смешанный, намного позже присоединенный. И самая большая республика, по-моему, входящая, да,
в Россию, это Якутия, Саха-Якутия. Вот, ну, якуты, естественно, и славяне, не там и так далее. Амурская область точно так же. Далее еврейский автономный округ. Ну, евреев там уже почти не осталось, в принципе, они не очень полюбили эти места, хотя очень красивые места. Вот бы нам дали такой автономный округ, и чтобы мы оттуда уехали. Да никогда в жизни. Ну, ладно. Как у меня бабушка говорила, плов дали тем, у кого вкуса нет. Приморский край, также Сахалинская область. Это все местные народности, местные племена, которые со временем потом, естественно, и переезжали, и переселенцы там все время осваивали Сибирь, все время там под разными льготами людей отправляли туда работать и так далее. Камчатка, то же самое, Чукотия, видите? Вот. Это я просто показываю для тех людей, которые, ну, не хотят в упор видеть, ну, реальность просто. Друзья мои, смотрите, сколько. Это все разные народности, абсолютно разные и по этносу, и по религии, и по происхождению. Это вот эти народы, которые когда-то под крылом России начали развиваться, нашли спасение. Почему говорю спасение? Потому что вы вспомните, что случилось с народами Америки, да? Их согнали в эти, значит, резервации, и там они спиваются, практически лишенные всех прав. Эти народы как жили, так и живут. Они развивают свою историю, свою письменность. У них свои школы, свое радио, свои газеты, свои этнологические там какие-то музеи. Название сохранилось. А ведь наши правители могли на примере других стран, да, например, просто вот убрать все эти названия и слить воедино всю страну. А вот видите, как демократично и достойно они поступили. Я вам больше скажу, после Куликовской битвы каждый русский князь взял семью одного убитого татарского хана себе, как вырастил их сыновей как своих. То есть тем самым люди хотели сказать: мы не хотели вас уничтожить, мы не хотели вам причинить вред или там как там ничего личного, но мы должны были освободить свою страну. Они верно служили своему хану, а наши князья верно служили великому князю, а потом уже царю. И каждый делал свое дело. Но когда их не стало, то во всех храмах Руси еще тогда, значит, прошли поминальные службы о душе павших русских князей, народа русского, ну и татарских ханов. И каждый, значит, наш князь, каждый из них взял себе покровительство, семью одного убиенного, погибшего татарского хана. Вот о чем это говорит? Это говорит о величии души. Мы, к сожалению, очень сильно потеряли нашу культуру общения и все такое. Ну, еще подогревается разными этими. Специально там, например, могут сюжет из Индии показать, сказать: вот мигранты. Я говорю: да какие мигранты? Это же Индия, видно же. И люди не очень грамотные, не очень разумные, радостно бегут, значит, изрыгать там вот этот яд и ненависть. И еще раз говорю, приезжие люди должны понимать, что вы в гостях. Если вы хотите стать частью этой страны, вы должны заслужить уважение. Никто вам здесь не обязан. Никто. Вы сами должны своим поведением достойным заслужить это уважение. Поймите раз и навсегда. Вас не должны здесь уважать или любить, потому что вы сюда приехали сами. Но в то же самое время давайте не забывать, что есть очень много и хороших людей, которые просто приехали работать, потому что у них нет выхода, деваться им некуда, и это люди, и к ним относиться по-скотски тоже не очень. Не красит нас, правда? Потому что это все снимается, потом на весь мир везде показывается. Это очень не есть хорошо. Вот видите, вот это вот тоже когда-то была Россия вся. Ну, наши правители, потом Ленин после радостно раздал все завоевания России. И в итоге мы оказались
там, где оказались, собственно говоря. Ну и так неплохо, ничего, ладно. Хоть все не раздали, на том спасибо. Вот видите, да? Если у кого нету карты вот этой, пожалуйста, скачайте себе и смотрите иногда, чтобы понимать, что в России более 200 национальностей. Это официальные данные. Более 200, понимаете? И это все называется Россия. И это самая большая страна в мире. И пока мы вместе находимся, мы неуязвимые. А если мы позволим нас разъединить, то очень легко справиться с каждым из нас по отдельности. Малые народы в безопасности под крылом огромной России. Огромная Россия в безопасности, пока все народы вместе. У нас взаимовыгодный союз. И многие народы России, которые вы говорите, они все, в принципе, коренные. И северокавказские. Вы знаете это выражение тму-таракань, откуда возникло? Это как раз вот это вот северокавказские вот эти вот там окраины, они так и назывались. И город был Тму-Таракань, который... Это, ну, то есть это синоним очень далекой какой-то провинции, как сейчас говорят, Кукуевск. Примерно так. Хотя Кукуевск это иностранные слобода, в основном немецкая, которая образовалась в Подмосковье. Те, которые не хотели принять православие, были обязаны по приказу царя Алексея Михайловича, они должны были жить за городом, значит, ну, где-то так, 100 километров примерно. И это место называлось Кукуй. Ну, то есть иностранщина. Вот. И любовницу Петра Великого не просто так называли, значит, кукуйской царицей. Камиль там, по-моему, если я не ошибаюсь. У него там столько их было, что я... Монс. Во. Точно, Монс. Монсиха. Итак, теперь перейдем ко мне. Переехали мы сюда в 90-е. Жили сначала у тетки своей. Потом снимали старенькие дома. Поскольку у нас не было где хранить одежду, служила шкафами. Вот эти вот футляры телевизоров, которых внутри нету телевизора. Вот эти вот штучки, в общем, мы ставили как шкаф. И 2 гвоздя прибивали и вешали там материю, которая закрывала. Ну, не было выхода иного. У нас был знакомый прапорщик, который принес нам из воинской части матрасы, которые списали. Ну, мы их там поправили, привели в порядок. Они были из ваты, очень жесткие. Собиралась так в комочки эта вата. Всю ночь не могла спать, у меня голова болела к утру. Вообще не получалось уснуть. Утром, значит, в школу ушли. Люди, которые работали день и ночь, и те очень тяжело жили в 90-е. А уж что говорить о человеке, который не хотел работать и все время изливал на нас свою злость из-за того, что мы приехали, как ему, как бы сказать, лишний груз. Папа мой нормально жил себе, то с одной женщиной, то с другой. Работать было не нужно, он был красивый, такой весь интересный, темпераментный человек. Красивые тосты говорил, стихи писал. Ну, в общем, герой-любовник. И
одинокие женщины с радостью с ним жили, не требуя ничего взамен, обеспечивали ли ему быт. А тут приперлись мы. Ненужная семья. И ему надо было бы работать, обеспечивать, что-то делать. Он этого не хотел. Мать у меня прям в упор не хотела вернуться назад, жить с его матерью, со свекровью не хотела. У них были не очень хорошие отношения. И то, что мы психологически просто травмировались до такой степени, что мы были оторваны и от своей среды, и от своих друзей, и от своей школы. В конце концов, мы там были свои. Выходили на улицу, и вот толпа детей. «Эй, привет!» Все наши были. А здесь мы были никто. Мне потом одна из моих одноклассниц призналась через много лет, когда я сказала, почему вы издевались надо мной. Она сказала, мол, а ты что, не догадываешься? Тебе просто завидовали. Ты была яркая. У тебя были черные волосы густые. Тебе завидовали мы и хотели, чтобы тебе было больно. Я говорю, спасибо, очень приятно. Да ладно, пустяки, но что ты прям вот... Знаете, так интересно, когда травят человека в школе, а потом проходит время, и они так, мол, да, ну, относись с юмором, ну, дети же были, что здесь такого? Ну, правильно, это же меня травили, не вас, действительно. Что тут такого страшного? Ничего, конечно. Но спасибо им большое, они, конечно, формировали мой характер. У меня не было ни капли ненависти, или, знаете, это было бы малодушием ненавидеть народ или страну за то, что вот со мной вот такое было и в юности, и в детстве, вот эта вот травля бесконечная. Я понимала, что дело не в людях и не в стране, что дело в отдельных элементах. Потом, со временем, когда я начала ездить по Золотому кольцу России и стала гидом, и стала вести раскопки, я встретила в России огромное количество замечательных людей. И я всегда говорю, если вы хотите понять эту страну, изучите историю. Вы посмотрите, сколько героических людей жили здесь, боролись за эту страну. Сколько замечательных героических людей. Потом в моей жизни встречались очень хорошие люди, очень достойные, человечные. И знаете, вот я угадала вот эту вот таинственную, загадочную русскую душу. Я поняла, в чем ее загадочность. Если ты к русским относишься по-человечески, они тебе отвечают тем же. Вот и все. Если ты начинаешь здесь пальцы веером, да я, мы сюда, вот одевайте вот так, ходите вот в хиджабах, начинается вражда и ненависть. Это неудивительно. Человек так создан, он очень сильно дорожит своими корнями, своей генетикой. И чужак, чужеродный, он всегда будет вызывать страх, недоверие. Есть народы, которые, скажем, близки по менталитету, отчасти близки с русским народом. Это и как бы и религия, которая играет немалую роль на самом деле. Это грузины, абхазы, осетины, армяне, например, греки, да. Вот это народы, которые по менталитету очень близки к русским. И поэтому с ними как бы общий язык они находят. Но есть народы, у которых более такая, знаете, радикальное мышление. И, например, для русского народа своими они никогда не станут. Как бы мы ни говорили бы о толерантности и прочее. Да, толерантность, там хорошие отношения, благодарность ребятам, которые воюют. В принципе, уважительное отношение. Но до конца сказать, что они будут рады видеть в своей семье там зятя такого или сноху,
Я бы не сказала. И я не обвиняю, не виню этих людей. Я понимаю их, почему у них так. Это всегда настораживает чужой, когда заходит в твое вот это родоплеменное вот это сообщество. Это всегда вызывает страх. Поэтому еще раз говорю, хотите, чтобы вас приняли, не ждите, пока Россия вас полюбит. Вы сами ее полюбите. И если вам не нравится здесь, если вам тяжело, если вы, по менталитету, совсем не подходите, зачем учиться? Я не понимаю, зачем жить там, где вас ненавидят, вы ненавидите? Не даст эта страна тебе ничего. Невозможно добиться какого-то успеха там, где ты ненавидишь. Даже дом, который ты не любишь, да, ты не убираешь, ты не украшаешь, ты не хочешь построить, ты не хочешь больше купить, что-то там развиваться, потому что ты не любишь это место. Я вот, например, считаю, что это пытка. Жить там, где ты, людей ненавидишь и не любишь, и вообще. Я вам как-то рассказывала, когда я только приехала в Москву. И вот женщина одна, о ней потом поговорим. Ой, здесь не люди, здесь они такие злые, такие жестокие, они нас ненавидят. Они вообще там ничего человеческого нет, никакой доброты. И идем в метро. Она подходит к человеку. Как проехать вот это вот? И там женщина говорит, а ну отойди отсюда. И вот подходит мне эта девушка. Вот видишь, я же говорю, здесь вообще не люди. Я говорю, а теперь стой, пожалуйста, здесь и посмотри. Я подошла, я говорю, простите, пожалуйста, можно вас спросить, а вот до этой станции метро как можно проехать? Так эта женщина мне полчаса объясняла. Вот, дочка, едешь там туда, вот смотри. Я говорю, если ты подходишь к человеку с такой мордой, че, блин, как проехать туда? Ты какую реакцию ожидаешь от этих людей? Конечно, тебя пошлют. Уважительно относись к человеку. По-человечески подойди, извинись, спроси и поблагодари. И посмотри, они будут тебя ненавидеть или нет. Если вы приезжаете в Россию уже изначально внутри держа яд, понимаете, невозможно. Конечно, бывает обидно, неприятно бывает, когда вот какое-то некрасивое выражение. Люди не знают, что ты сделал для этой страны. И вообще многие здесь родились. Пусть у них и южная кровь, они из поколения в поколение здесь живут. Посмотрите, например, в Москве есть армянская слобода. Она основана со времен, царя Михаила Федоровича. Станция есть 1900 год, и там вот комплекс армянская церковь, духовный центр и так далее. Он основан как раз во времена Михаила Федоровича. Понимаете, сколько времени? Там и армянское древнее кладбище старинное и прочее, прочее. То есть там люди действительно уже почти 1000 лет, чуть ли не, не 1000 лет, да, больше уже 500 лет, они москвичи, коренные, даже более коренные, чем многие, например, кто 20 лет назад туда поехал и живет. И вот как сказать этому человеку, который обзывается, что ты знаешь, что у меня предки еще здесь обосновались, и чуть ли не с тех времен мы здесь живем. Больше, чем ты приехал с Рязани и на меня орешь, а я на самом деле москвич. Немного культура у нас общение упала. Но говорю еще раз, я не столько виню местных жителей, сколько тех людей, которые приехали сюда и не хотят понимать, что у каждой страны есть свои законы, внегласные. Так вот, мы, когда приехали сюда, первый раз еще в школьные годы приезжали, маяк октября, степь, мы привыкли, что солнце встает и выходит из гор. Проснулись. Просто степь, горизонт. Ничего нет, ни одного дерева. И огромное красное солнце. Я до сих пор вот это перед глазами. Это красное солнце, такой полукруг,
выходит из земли, понимаете? Она как будто просто слилась воедино с этим горизонтом, с этой степью. И у нас такой ужас с сестрой. Мы как начали кричать, что земля горит. Как заорали. А там бабушка какая-то ранним утром проснулась, что-то там она делала. Звали ее Мария Петровна, но почему-то ее все в шутку звали Санта-Мария. Не знаю почему. Вот я до сих пор... Худая такая, курила, у нее хриплый голос. Вот эта вот Санта-Мария, она... Да успокойтесь, девки, ничего не горит, ничего не горит. А мы, как это не горит? Смотри, вся степь горит. Вашу мать, вы что, не видите? И потом как бы уже успокоились. Жутко было страшно. Это первое впечатление ужаса, честно говоря. Потому что люди, которые родились в степи, они знают, ну, поднимается солнце из степи. А вы представьте наше состояние. Мы из гор в жизни своей не видели эту степь, этот горизонт, и солнце оттуда поднимается. Такое ощущение, что оно приближается к земле или откуда-то вылазит. Ужасные ощущения, но ужасные и прекрасные, понимаете? Вот к чему говорю, что, ну, природа, она просто совершенна. У природы нет никаких изъянов, в отличие от нас, людей. И вот маяк октября. Напротив нас жила женщина с 2 детьми. Работала бухгалтером. Елена ее звали. Я до сих пор помню эту женщину, очень красивая. Насколько я, как ребенок, тогда понимала. Огромные глаза, светлая такая женщина. А потом начали шушукаться и говорить, что она повесилась. Повесилась из-за измен мужа. Огромная глупость, конечно, из-за этого вешаться. Она сейчас бы еще жила, понимаете? Вот ей сейчас было бы, ну, может быть, ближе к 70, но она бы жила. Она была ровесницей моих родителей. Не знаю, почему запечатлилась. Она нам игрушки приносила, сладости. Относилась к нам хорошо. И я ее помню. Вот так вот люди приходят и уходят в течение жизни, оставляя себе память. Вот эта Елена, светлая ей память, которая сделала большую глупость, загубила свою красоту и молодость из-за какого-то мужика-кобеля. Был у нас там рядом котлован. Мы ехали купаться. У меня сестра была маленькая и все время говорила: давай поедем Катвалан море. В море Катвалане искупаемся. Вот этот Катвалан море. Ну, купаться как? Мы плавать не умели. Я до сих пор не умею плавать. Так и не научилась. Надо бы, конечно. Чуть-чуть могу, но не сильно. И мы каждый год приезжали. Поэтому Россия для меня никогда не была чужой страной. Когда проезжали через вот эту вот таможню, я видела ребят наших, которые стояли там на этом морозе. Было так жалко. Это были мои, понимаете? И никак не чужие. Поехали, когда как-то в Грузию и уже обратно возвращались. Ночью слышу, автобус еще только остановился где-то, и там мат-перемат какой-то, в общем, в таможне там русский мат, как услышали, и у меня сестра радостная: мы приехали в Россию, мы же скоро дома будем. Да вашу мать-то ебля, ты пи! На весь этот... И мы сразу поняли, что мы дома. Самый главный сигнал для нас. Понимаете, люди, которые здесь живут много лет,
которые приехали с детского возраста, закончили школу, университет, там, родили детей, вышли замуж. Они уже свои в любом случае. Как вам объяснить? Мы там уже чужие. Мы там... Ну, так получается, всю жизнь ты между и между. И для своих ты уже русская, а для русских ты не русская. И ты не знаешь, куда мне деться. И тут вроде не своя, и там уже чужая. Все, иди отсюда. И вот так вот между, вот так живет человек, который оторвался и ушел. Ну, мы уехали туда, потому что начался в Грузии жуткий национализм, и к армянам было ужасное отношение. Уехали армяне, греки, все стоящие народы, сильные, древние народы, которые, по сути, Грузию и создали, и подняли, их выгнали оттуда. Ну, прям не сказали, идите отсюда, но не давали возможность учиться. Заставляли менять фамилии, кто хотел на работу устраиваться. Чемпионам армянского и греческого происхождения не давали там медали, говорили, что если вы поменяете фамилию, тогда дадим. Люди начали уходить, потому что невыносимые условия создали для нас, чтобы мы оттуда убрались все. Когда мы оттуда убрались, Грузия начала приходить в упадок. Потому что интеллектуальные люди уходили. Там, знаете, как учились? Вот человек пошел, поступил в медицинский университет. Накрыл хороший стол, угостил ректора, денег дал. Через 5 лет поехал, еще раз стол накрыл, денег дал, диплом получил, и все. Таких специалистов стало огромное количество. Наступил жуткий кризис просто. Люди начали уезжать. Очень многие грузины уехали, в основном в Грецию, в Америку на заработки. Нужно было выживать. Времена Гамсахурдия, национализм процветал. На людей кидались. И в основном ненавидели древние народы. К туркам нормально относились определенное время. Ну, потому что они что? Они просто сельский народ, они там в основном на рынках торговали. Это были не те люди, которые преподавали, которые были музыканты, актеры, понимаете, это не интеллектуально такие были люди. Поэтому они им не мешали никак. С ними вроде... Потом одно время, конечно, азербайджанцев начали гнать оттуда. Я просто помню, огромными толпами, с сумками. Просто вот шли огромные толпы людей, убегали. И вот эти вот дома, которые остались после них, селились сваны в основном, спускались, поскольку Гамсахурдия хоть и был Мегрел, но его правая рука, вор в законе, Джаба Йосельяни, был сван. И вот это отдельные народности Грузии, которых тоже в общем и целом называют грузины, но совсем это не так, потому что у них свой язык, свой менталитет, свои религиозные направления и прочее. И началось время разбойников. В селениях, когда люди отродясь не слышали, у нас все дома так построены, что вот поднимаешься по лестнице и балкон. Балкон, окна в дом. Никаких решеток там никогда не было. Двери никто никогда не запирал. Сельские дома, там участок земли, большие огороды и сады. Значит, двор. Ну вот, хозяйственная часть, там свиньи, коровы, еще и так далее. Все так жили. Никто ни от кого не скрывал, ничего не закрывали. Сельский, ну кто мог зайти там, кого-то убить, ограбить, такого никто в жизни не слышал. И вот это началось во время Гамсахурдия. Грабили людей в селениях, лезли в дома, крали девочек, забирали. Я
посещала музыкальную школу, меня перестали туда возить, потому что за мной на машине ехали, я еще была ребенком, с бабушкой, где-то там, сколько мне, 11 лет или сколько. До такой степени извращенные вот просто люди, да, там обитали некоторые, что готовы были детей. Начались ранние браки, 11 лет, 12 лет. В общем, дикость какая-то творилась. На каждом углу стояли менты, как таможня. Брали деньги, пропускали. Вот ты подъезжаешь к какому-то там району или городу, там стоит, значит, знак. Там сидят менты, жарят шашлыки. Подходишь, у них касса. Кидаешь там деньги и дальше поехал. Возле каждого села была таможня. Это было нечто. Потом в роддомах, пока денег не дашь, детей не выпускали. Мой дядя поехал, значит, забирать жену с сыном. Там такие деньги назначили. Он сказал, я оставлю, вырастите, в общем, в школу отдадите, в садик. Вот как раз к 7 годам накоплю, приеду, заберу. Тогда пусть у вас будет. Мы, конечно, смеялись, но он это сказал от злости, потому что невозможно было такие суммы. Просто грабили народ, понимаете? Рэкет был. Кто как мог, так себя и вел. И вот тогда мы увидели истинное лицо людей, не людей. Обстановка была просто... Мы были детьми, особо это не понимали. Потом сельские дети, что у нас свои развлечения. Село все равно прокормит, понимаете, там овощи, фрукты. Это не огороды просто были, это огромные сады. То есть мы в этом плане не нуждались. В селе-то особо деньги не нужны. Но на учебу, там, когда приходило время учиться, люди уезжали в Россию. Не давали возможность другим национальностям учиться. Вот говорят, вот в России там к другим народам плохо относятся. Знаете, ну как бы там ни было, когда ты звонишь в скорую, тебя не спрашивают, какой ты национальности, чтобы приехать или не приехать. У тебя спрашивают, там температура есть и так далее, все записывают и едут. И мы все здесь поступили и учились, и работали. И как бы людям было все равно. Главное, чтобы мы профессионально выполнили свою работу. Это было основное, то есть основное требование. Там нет. Там смотрели на национальность. Это было очень омерзительно страшное время. Но у нас было детство, и мы больше отдавали время играм, школа. Беззаботное время, влюбленности. Это нечто. Я никогда в жизни вот такого не испытывала, как первый раз влюбилась. С ним я ссорилась, оскорбляла его последними словами, чтобы никто даже не подозревал, что я в него влюблена. Я ему такие слова говорила, что... Ну, не знаю, как он там терпел меня, и я прям вот аж готова была его задушить. Но тайком приходила домой и плакала. Жуткая влюбленность. Наверное, 3 года с чем-то вот это все внутри у меня было. И вот это вот... Я придумала себе вот этого рыцаря. Он, конечно, таким не был. У него же мать была... Очень гулящая женщина. Даже для Кавказа слишком гулящая, не то что... Ну, короче, шлюха она была, мать. В полном понимании этого слова. Ее все время ловили, били. Потом она вышла за кого-то замуж. Все знали, что она, ну, в общем, такая... что она падшая женщина. И они проводили время у бабушки своей лето. Я знала, чей он сын. Вначале у меня
было сочувствие к нему, жалость. Потом это переросло в нечто большее. Мальчик был очень красивый, огромные синие глаза, светлая кожа, красивый очень парень. Но и он, и его брат старший пошли по криминальной дороге. С такой матерью другого и не ожидалось. Я дома видела его, просто вот что-то делаю, стою, и он на меня смотрит, стоит. Фантом его видела, представляете, как это, какое это сильное чувство, когда раскрываются вот эти двери потустороннего пространства, и вот этот фантом человека приходит к тебе. Ночью просыпалась с ощущением, что он напротив лежит и смотрит на меня. Было жуткое ощущение. Я заболела, я похудела, я очень плохо себя чувствовала. Я стала такая нелюдимая, грубая, жестокая, не хотела ни с кем разговаривать. Вот такая вот первая влюбленность. Потом мой одноклассник сказал, что у него есть его фотография, что он может мне дать его фотографию. Но я радостная назначила ему свидание, где он там должен мне был передать эту фотографию. Это было, ну вот прям возле реки, заканчивается наш вот этот сад огромный, и начинается речка, начинается уже дикая природа там. И там вот, значит, я пошла радостная. Он мне что-то такое дал, но сказал, ну сейчас не смотри, пойдешь дома посмотришь. Пришла домой, я открываю, эта скотина нарисовал какую-то рожу, написала его имя. Фотографию мне передал. Ну, конечно, на следующий день я его побила в школе, но это уже другая история. Так смешно сейчас вспоминать, правда. Я, конечно, понимаю, что я не его любила, а просто я создала в своей голове этого рыцаря. Знаете, в этом возрасте любишь любовь. Хочется кого-то любить. Вот ему, его наделяешь всеми качествами, которые тебе хотелось видеть, и все вот эти вот герои книг, романов, которые ты читаешь в этом возрасте, вот эти все качества высокоморальных, достойных людей, ты просто ими наделяешь одного человека и влюбляешься в него. А на самом деле, в реальности он, конечно, совершенно другой человек. Мальчик, который вырос в семье, где мать таскали везде, приходили ночью забирали, мужики приходили ночью стучали. Вы прекрасно понимаете, что навряд ли у него... Ну, может, он и был благородным, может быть, и хорошим был человек. Не знаю, я не отслеживала его жизнь и дорогу жизни, но вы понимаете, что это далеко не скажем, не благородный останется. Он... Для него это норма, такая грязная жизнь. И поэтому... Конечно же, он не был таким, но я создала себе такого рыцаря. У меня там столько стихов понаписано в этих книгах, тетрадях, посвященных ему. Но эта любовь мне очень много дала и понимания. Раскрыла я в себе вот эту вот женскую сущность. Когда я вспоминаю вот эти годы детства, мне приходят, знаете, лица, звуки, даже запахи того времени. Как мы вместе, у нас там одна электричка ехала через все города и районы, но до него нужно было добраться. Там была дорога, мы по этой дороге шли, потом был мост.
переходили через мост, и вот на остановке, где наше село, в общем, там садились, ехали в Тбилиси на рынок или куда там надо было ехать, а потом обратно. И вот набивались, как консервная банка туда, столько народу. Все везли гусей, там поросят, не знаю, кур. Мы там с детьми, яблоки, груши. Ну, в общем, сельский народ ехали продавать. И вот однажды так мы поехали, мне стало плохо в этом поезде. Я чувствую, что я падаю в обморок. Мне нехорошо. Я помню глаза всех, которые... В общем, меня вывели в тамбур в этот подышать и начали мне лицо натирать. Женщины там были. Девушка молодая, спасибо ей большое. Она так старалась. Не знаю, как ее звали, грузинка. Я ее вообще не знаю. Но лицо помню. Она, конечно, забыла обо мне наверняка. Странная штука жизнь. Ну, я помню вот любопытство людей. Я умираю. Вот если бы были тогда эти телефоны, они бы меня все, наверное, снимали. Я умираю, они смотрят через это окно, все пялятся, что там интересно. Я вот тогда поняла, до моего детского осознания дошло, что толпа – это такая страшная вещь, что люди очень любят зрелища, понимаете? И неважно, чьи там страдания, чья жизнь закончится. Им нравится вот. Поэтому вот все государства мира сейчас решили народ не воспитывать, а развлекать. Развлекать этими всякими шоу, когда в прямом эфире дерутся, бьют друг друга, оскорбляют, кто с кем спит, кто с кем изменяет. Вот это все, эта вся грязная кухня тащится туда, обсуждается. Почему это происходит? Потому что люди в большинстве своем обожают зрелища. Вот в этот момент я это поняла. Поехали мы в этот город, мне было нехорошо всю дорогу и обратно. Практически ничего не помню, что мы там делали. Что-то купили. У нас рынок в Тбилиси, не знаю, сейчас есть или нет, Лило. Так назывался этот рынок. Туда ехали в основном люди. Потом все вместе направлялись ночью. Опять через этот мост. И там лесополоса. Потом посреди вот... ну, через село наше все это, возле домов, шли домой. И вот это вот ночное вот это время настолько мне запомнилось. Мы шли с мамой, сколько мне лет было, наверное, 7-8. Я вижу нашу тень впереди, наша тень. И третий еще. Моя бабушка говорила, что в дорогу берите там что-то, она ей сувала, какую-то там, как она говорила, молитву. Я теперь понимаю, что это был заговор. Она говорила, берите в дорогу, это в дорогу, чтобы спокойно, чтобы без переживаний вы поехали, вернулись. Это я сейчас понимаю, что вот эта тень, это кто-то, кто нас сопровождал, невидимый некто, кто шел с нами и сопровождал до самого дома. 3 тени. Я когда дома говорила об этом, ну, она сама видела, она, может, не хотела признавать. Потом говорила, об этом лучше не говорить, лучше о таких вещах не спрашивать. Как-то избегали мне это говорить. Потом уже постепенно начало все это раскрываться. Вот эта тень, вот этот запах вечера, лес, шум реки. Вы знаете, одно дело, когда ты днем все время бываешь в этих местах, ну, привычные места, ты знаешь, мы детьми шли, собирали дикую малину, там купались. У нас там эти скала красивая прям возле реки возвышается. То есть это, ну, знакомые с детства эти места и речка. А другое дело, когда это ночь. Ночью все преображается, оно становится таинственным, страшным.
ты попадаешь в какой-то другой мир. И это так и есть. Потому что там уже просыпаются другие силы, которые хозяйничают там, и ты уже находишься в их царстве, царстве теней. Поэтому, наверное, ночные воспоминания более яркие, когда мы ночью куда-то ехали, приезжали ночью, это все это ночь. И возле нас все время, возле села выли шакалы. Вот я сейчас до сих пор... Настолько для нас было обычным делом, но каждую ночь они начинали выйти, особенно летний, такой весенний период зимы, как-то их особо не было. И вот эти вот шакалы начинали, маленькие кавказские шакалы, они такие, ну, не опасные создания, но если их много, это страшно. Сейчас я даже посмотрю, вам скажу. Вот, посмотрите, как они выглядят. Вот, да. Вот, смотрите. Вот. Такие масюсенькие, как это, собачки дворовые. У нас были волки, но они были высоко в горах. И редко они спускались. Но один раз случился такой случай, я как-то рассказывала, и повторю, наверное, это вот завершу на этом. Мы пошли за малиной, еще кто-то там что-то собирал, растения какие-то собирали. И пришли мальчики. Мы там собираем, а мы с детства всегда... Это кавказская традиция не показывать свои чувства, вообще симпатию какую-то. Мы с мальчиками вечно собачились. Вечно. Да и, мне кажется, везде так. Идите отсюда, пошли вон. Они над нами смеялись, а мы над ними. И вот они пришли и начали: вам помочь? Мы говорим: идите отсюда, не мешайте нам. А что вы не боитесь, а волки вас сейчас за задницу схватят, утащат, и мы его, да, конечно. И они начали, эти дураки, наверное, человек 8-9, вот так, они начали выть по-волчьи. Ну, в общем, чтобы нас пугать якобы. У-у-у. И мы не обращаем внимания, собираем эту малину, они воют, смеются над нами. И вдруг из, ну, далеко там в горах начался вой. Они сами перепугались, аж передернуло их, побледнели. Вот этот вот коллективный вой целой стаи, как начался с разных мест. То есть они там есть, естественно, не спускаются вниз. Особенно летний период. Они вообще боятся людей. Это изредка волки должны так проголодаться. Люди больше погибают от зубов своих питомцев дома, чем от волков. Поэтому это редкий случай, чтобы волки там подходили. И то, если подходят они в такой момент, чтобы овцу забрать, корову, на людей редко нападают. Кстати, я вам рекомендую прочитать, если вам интересно, истории написал армянский писатель Вахтанг Ананян. Ну, советский писатель, очень такой известный. По его мотивам, книгам снимали фильмы приключенческие про волков. Я как-то вот точно скажу, как называется. Ну, в общем, Вахтанг Ананян его звали. «Волки», по-моему, или «Волчьи истории». Там столько этих историй реальных. Бабушка моя нам читала. Мы прям завороженные слушали. Интересные очень истории, чего боятся волки. Веревки боятся, огня не очень, вопреки существующему мнению. Костров они не особо прям уж боятся. И боятся громкой музыки, криков. В общем, они начали выть, и волки начали им оттуда отвечать. Это были волки, не шакалы. Мы все побросали и как побежали. А нам бежать очень долго еще. Мы бежим, оглядываемся. Их проклинаем, что они дураки пришли и нас напугали. А этот вой приближается, сильнее становится.
В общем, добежали, сколько было сил. Там этот стоял, как он называется. Ну, в общем, напряженный вот это вот коляска или как. Осел был. Сели все кинулись на эту, сели, и, в общем, сколько было сил, начали этого ослика гнать, он нас оттуда забрал. На следующий день дядька мой, его там 2 друга, значит, один из них охотник, вместе с ружьем вместе пошли, и наши все ведра принесли, полные там малины и прочее, то, что мы собрали. И сказал, больше, чтобы я вас там не видел. Потому что если они увидели, уже поняли, что вы туда ходите, это уже опасно. Больше туда не ходите. Однажды нам про ослика тачку в эту напрягли, запрягли, извиняюсь, и напрягли тоже его. Тетка моя приехала к нам, привезла своих маленьких детей. 2 маленьких детей моего дяди, еще кто-то, соседи пришли, дети. Ну, в общем, человек 20 там собралось, а взрослые что-то делали. Я сейчас не... Что-то строили, что ли. И вот мы все дети там собрались, и в конце концов надоели моей бабушке, которая сказала, идите куда-нибудь гуляйте. И тогда мальчик, который, сейчас уже его нету, он молодой умер. И он говорит, а можно мы тачку и с ослом вместе возьмем, и вот я их покатаю на нем, они успокоятся. И она говорит, берите, только катайтесь, что хотите, делайте, отстаньте, не мешайте, у меня много дел. И вот он, значит, запрягает этого осла, мы все, человек 50, садимся в эту тачку, и по всему селу катаемся. Мне до сих пор сестра говорит, помнишь, когда у нас там бабка наша, родственница, ну как она, сноха наших родственников, Этери, вышла, говорит, ой, бедный осел, кто вам его доверил? Мы говорим, бабушка, не хочешь покататься с нами? Вы что, эти... Сопляки, вы что, надо мной смеетесь? Я говорю, нет, мы тут тебя тоже покатаем с ветерком. И, в общем, мы сели на эту тачку и катались он по всему селу у нас. Верхнее село, нижнее село. Я до сих пор это помню. Наверное, часа 3 мы катались, и этот ослик бедненький уже запыхался. И все дети умолкли, уснули. Мы их привезли домой всех спящими. Вот... Бедный ослик. Сейчас его, конечно, уже нет, не, наверное, 100%. Это было давно. Такие хорошие, добрые создания. Ай, ослики. Работают, помогают человеку. Безобидные, добрые создания. Что-то смотрю в окно и вижу какую-то звезду, если честно. Сейчас... Извините, сейчас посмотрю и вернусь. Так странно, такой огонек был и исчез. А я еще подумала, какая звезда сейчас. Во-первых, снег, но сейчас и мокрый дождь пошел. Ну, как звезда, прям огонек такой яркий. Ну ладно. В моей жизни всякое может быть. Сегодня такое... Смешанные воспоминания вместе с философией вперемешку. Я продолжу, конечно, мемуары. Хожу вокруг да около более болезненных воспоминаний, но все-таки придется все это постепенно рассказать, снять и хоть и уговаривали меня, но все-таки, наверное, так и будет. Книга, наверное, выйдет с этими мемуарами. Эх. Может быть, кому-то поможет преодолеть трудности в жизни, понимая, что есть люди, у которых значительно больше было пройденного ада.
намного больше. О более болезненных таких моментах жизни я рассказала в своих видео «Мой ад в Москве», как разрушился мой брак. Ведьмы тоже плачут. Боль, которая не проходит. Крик израненной души. Если кому интересно, найдите. И посмотрите. Не хочу их повторить. Я уже один раз сказала, этого достаточно. Но если эта книга выйдет, то они, конечно, в этой книге будут. На этом все. Всем удачи.